Привет, друзья, с вами Ева Лорман. И вы знаете, я тут подумала, а вдруг кто-нибудь из вас хочет научиться плести косы? Вот я, например, умею плести косы, а кто-то не умеет. Сидит и думает, хочу научиться плести косы. Кто меня научит? Я научу. Сразу скажу, что первый урок будет совсем простой. В нем мы посмотрим, какие материалы для плетения нужно, и покажу вам косу из 3 прядей. А вдруг кто-то не умеет плести косу из 3 прядей? Есть такие динозавры. И первое, о чем мы с вами поговорим, это материалы для плетения кос. Манекен – это первый, самый главный наш с вами инструмент. Манекены бывают разные, с натуральными и искусственными волосами. Вот этот манекен состоит из 100% натуральных волос. Следующий манекен состоит из 70% натуральных волос и 30% искусственных волос. Но такого рода манекены, они достаточно дорогие, от $150, а вы можете для плетения приобрести вот такого плана манекен. Волос у него абсолютно ровный, на ощупь волос имеет шелковистую структуру и легко расчесывается. Замечательно подходит для плетения кос, и стоимость его около $20. Дальше идут шпильки-невидимки. Они бывают разных цветов, разной жесткости и разных размеров. Все зависит от того, какую прядь мы собираемся подкалывать. Если прядь тонкая, невесомая, то и шпилька, и невидимка должна быть соответствующей. И наоборот, чем более массивная прядь, тем более жесткая и длинная шпилька или невидимка должна быть нами использована. Декоративные средства используются для украшения окончательного результата. Покупайте на свой вкус и на ваш бюджет. Зажимы. Пластиковые и металлические. Пластиковые, как правило, имеют зубчики, металлические гладкие. Резинки. Очень важный материал в косоплетении. Выбор должен быть соответствующий, то есть по цвету в соответствии с цветом волос, а по жесткости в соответствии с прядью, которую мы собираемся зафиксировать. Чем тоньше прядь, тем тоньше резинка и наоборот. Расчески. Вот эта расческа идеально подходит для плетения. У нее частота зубьев средняя и есть наконечник специальный для того, чтобы удобно было отделять пряди. Расческа с тонким хвостиком тоже для отделения отдельных прядей. И расческа-массажка. Эта расческа идеально подходит для расчесывания волос манекена. У нее на концах нет зубьев, и она не растягивает волосы при расчесывании. Косметические средства. Вот эта матовая паста используется в плетении для фиксации отдельных прядей. Следующий – это лак для волос для фиксации готового результата. Желательно, чтобы это был спрей средней фиксации. И номер 1 в плетении – это брил-крем, либо бриолин или воск. Какое из этих средств найдете, такое можете использовать. Что он делает? Он склеивает пушистые волосы, и плетение получается очень четким и фактурным. Консистенция у него что-то среднее между воском и вазелином. Матовая паста, она со временем твердеет, подсыхает и фиксирует готовые пряди. Матовую пасту используют мастера, которые не любят эффект блестящих волос. Если не найдете ни того, ни другого средства, приобретайте обычный воск
для плетения волос. И первый урок – это плетение косы из 3 прядей. С ней наверняка вы знакомы, но у нас принцип от простого к сложному, и мы не можем ее пропустить. Из самого первого урока мы начинаем изучать терминологию. В топ-зоне или на макушке отделить прядь и разделить ее на 3 равные части – левая, средняя и правая. Левую помещаем на среднюю и становится левая средней. Затем правую помещаем на середину и теперь правая становится средней. Левую на центр и левая становится средней, как сейчас видно на видео. Так и продолжаем плетение: левая на среднюю, правая на среднюю и тоже становится средней. Это действие называется переплет. То есть переплет – это укладывающиеся друг на друга пряди крестообразным способом. Таким образом, описание этой косы. Ну вот, как и обещала, научила. С вами была Ева Лорман, и до встречи в новом видео. Подписываемся на канал, девочки, подписываемся.